90-й год, первый Линарес мой. Тоже такая особая точка на шахматной карте мира. Тилбург там терял свое значение, а Линарес поднимался. Луис Рентера, местный такой магнат, он начал выстраивать этот турнир. Турнир, по-моему, начался, кстати, чуть ли не в конце 70-х, но он постепенно набирал обороты, то есть там все сильнее становилось. По-моему, там Карпов играл, по-моему, один раз пару раз играл, в 82-м, 83-м, по-моему, он играл. Вот. Но турнир все равно был все-таки там второго эшелона еще. В 88-м, по-моему, Тимон выиграл, а в 89-м Вася Иванчук. Вот с 88-го турнир становится более, как бы уже таким престижным. И меня тоже пригласили. Но Линарес вообще такое же место, там, скажем, далеко не самое яркое в Испании. Это испанская деревня такая просто. Ну да, причем там обычно даже в деревнях какие-то бывают достопримечательности. Там, по-моему, единственная достопримечательность — это вот этот их стадион, на котором там погиб знаменитый Тореадор там, в конце 40-х годов. А так место крайне непримечательное было. При том, что вот пока мы играли, он там рос Линарес. А вот первый турнир, там даже не столько город был, сколько большая деревня. Потом там уже появится Корт Инглес, начнет расползаться. Это гостиница, в которой мы жили, Анибал. Она практически была на краю города тогда, в 90-м году, когда я приехал. Все было достаточно еще примитивно. Ну, я думал, надо сыграть все-таки. Но турниров не так много все-таки было тогда. 90-й год как бы у нас был промежуточный, там не было и Кубка мира, потому что матч на первенство мира, там финал, соответственно, Карп должен был играть с Тимоном. Ну, турнир так неплохо складывался, то есть на меня начался такой боевой ничей с Гельфандом. Ну, кстати, значит, принципиально, что в турнире уже играли шахматисты моложе меня, причем были... Новое поколение вот это вышло, да? Да, ну уже Боря Гельфанд, Вася там уже был. Но для Бори было такое первое испытание на таком уровне. Ну, кстати, вот они начнут уже захватывать командные поезды в шахматах, потому что межзональный турнир, который будет в 90-м году, там уже будет полная доминация уже молодого поколения. Там, по-моему, Гельфанд и Иванчук разделили первое место. Просто очень хорошая партия, такая стародийская была, интересная. Ну, Боря сам играл стародийскую часто. В итоге ничья получилась, ну, такая хорошая, такая качественная заруба. Я где-то выпустил уже, перехватил инициативу. Мне кажется, имел там даже шанс на выигрыш, как я вот сейчас смутно уже, естественно, помню. Потом все складывалось очень хорошо. Еще Борис Васильевич играл? Да, играл Борис Васильевич. Но у него я выиграл в 4-м туре. Сравнял счет. Какая у него карьера долгая, да? Он когда начал в 60-х играть, в конце 50-х даже, да, получается? Что в конце? Как в конце? Борис Васильевич какого года у нас? Борис Васильевич 37-го года. 37-го года, да. В 53-м году он поехал в Бухарест на турнир международный. Это вот то, что Рона Яковлевна, когда мы туда приезжали ссылалась, да, что Тиграна так легкая рука вывозил Спасского в 53-м году. В 56-м он разделил уже первое, третье в первенстве СССР. Тогда вот Авербах, Тайманов и Спасскина. Ну, тогда и Львович стал чемпионом. Играл регулярно в первенствах СССР. Все время чуть-чуть не хватало. Один из лучших шахматистов советских. Вот. В 61-м он стал тем чемпионом СССР, например. В Баку, кстати, да, играли. В 58-м он же просто... это последняя партия Сталина, когда он не выиграл партию, хотя, по-моему, даже ничья давала ему выход в турнир претендентов. В Пасху, да, действительно, карьера длинная, содержательная была. В 90-й год, мне кажется, вот Линарес был, по-моему, последним таким серьезным турниром. Да, в 92-м году он еще сыграет матч этот с Фишером. Да, но это будет в 92-м году. Такой развлекательный. Я начал вот после партии с Гельфандом в первом туре. Шортова обыграли? Ну, естественно, да. Шортова обыграли, да. Английское начало было. Тоже такая странная партия была. Но я вообще помню, там у нас какая-то была такая сцелянка с обратным, значит, переменой цвета. И я в этот поезд пошел, по-моему, Е2, Е4. В общем, там система Ботвинника, которую он любил играть, конечно, ясно, не лучший ход в этой позиции. Тоже возможно. Шорт, по-моему, в комментариях написал, что Каспаров уже вообще считает, что со мной не обязательно делать хороший ход. Вот. Партию он, конечно, проиграл, как бы вот. Как там пытался там слон e6, как-то он странно играл немножко.
Вот такая была партия напряженная. Я, кстати, уже тяжелее играл. Я помню, что как-то... Наверное, события наложили отпечаток все-таки. Это же то, что после Баку, уже когда из Баку бежали, тогда Яковлевич еще на излете своей карьеры в ЦК со мной встретился и послушал, говорит, надо тебе рассказать Горбачеву все это. И тогда единственный раз я с Горбачевым встретился в январе после бегства, там где-то 20 или 21 января. С такой разговор был, довольно долгий был, но он на меня произвел тяжелейшее впечатление, потому что я что-то пытался рассказывать, что там, значит, там людей там выгоняли из домов, убивают вообще. Тут, у меня своя система координат была, а Горбачев там интересовался, значит, а кого надо назначить первым вторым ЦК партии Азербайджана, вот как там Муталибов, Гасанов. И я понял, что у нас... Разные представления, да? Да, есть несовпадение в системе координат. Выиграл Шортов во втором туре. Сейчас, извините, мне понравилась история, что Борис Васильевич пришел... Да, пришел. С бабочкой. Да, пришел. Встреча чемпиона мира, это праздник для гроссмейстера, да? Я хотел сказать. Польша хорошую партию стратегическую выиграл. Польша выиграл, а в четвертом со Спасским. Там короткая партия была очень. Вот, тогда, кстати, вот очередная победа в защите Немцовича была. Вот это ферзь c2, d5, c d, слон g5, h6, слон h4, c5. Спасский играл по теории. c5, dc, значит, конь c6. Или g5 сначала. Правильно. Конь c6, e3. Да. Важно e3. g5, слон g3, конь e4, Все четко. конь f3, Ферзь f6. ферзь f6. Вот. И здесь вот я сделал неожиданный ход, слон b5. Да. Вот слон b5 это главная идея слон b5. Одна из новинок, которая подготовлена. Играл ладья c1, тогда было все хорошо у черного. Слон b5. Тут Борис Васильевич занервничал. То есть, вот, Конь c3. конь c3, Да. конь c3, слон bc6, bc. Важный ход а3 надо сделать пока. а3. Вот. И здесь Борис Васильевич пошел конь e4. Пошел g4. G4 пошел g4. Я пошел Классно, слон e5. слон e5. Слон e5. Такая борьба. Спасский тут решил, то есть тоже пытается активно вообще он игру какую-то создать. Потому что если слон А5, теперь слон Е5, и на шах у меня Б4 есть ход. Это все важный нюанс есть постоянно. Вот это такая темповая игра. G4, слон Е5. Вот. Конь Е4, шах. Спасский здесь пошел. А Б, он такой, показался на швор, ферзь F5, слон H8, ЖФ. Вот. И кажется на мгновение, что у черных, в общем, здесь какая-то контр-игра возникает. Вот, потому что сейчас, как-то здесь белые поля какие-то. Так и Спасскому я очень проигрывал. На ровном месте создал игру. Но здесь я напрягся. Очень важный ход такой. Ладья G1, такой важный ход. Вот. То есть белый готовится к атаке по линии G уже своей. Значит, Ферзь g4. Ферзь G4. Что пошел здесь? Ферзь d1. Вот еще Просто ферзь собираемся на f3 забрать, да? Еще ферзь d1, да, просто, чтобы вообще лишить всяких. Интересно, я как раз смотрел партию, все эти стоят там, Да. и этот здесь, Да. а при этом как бы... Качество лишнее все-таки, да. Да. Черный надо что-то делать же. Черных вроде так. Все Ну, активно. а что? Качество все-таки. Качество и пешка даже у белых здесь лишний. Вот надо что-то сделать сразу же. Конь g5. Конь g5. Ферзь d4. Ферзь d4. Вот выскакиваем ферзем сюда. Конь e4 он сыграл. e4. Вот ферзь e5 шах. Да. Слон e6, да. Да. Ферзь f4, да? И немножко поменяться надо. Все, и как бы все заканчивается. Да, ферзь g6, ферзь f3. Ферзь f3. Пешку забрали. Забрали. Важную пешку забрали. Все-таки как бы, да. Да. f6, что ли? Да, f6, ферзь f4. Ферзь обратно на f4. Следующий ход f2, f3 будет. Король f7. Король f7, f3. Конь g5, да. Конь g5. Король d2. Король d2. Пешку-то, чтобы почти никакой игры здесь не было. Там забирать там на a7. Все же открыто. Ферзь f5. Ферзь f5. 4, да. Да, h4. Ферзь f4, да. Да, ферзь f4, ef. Конь h7. g4. G4, да. Да. Слона забрать, там все упадет. Такая партия.
Вот, как бы, да, такая быстрая, хорошая. 3,5 из 4 стало у меня. Там будет партия с Артуром. Такая будет. Вот, очень интересная партия с Артуром. Ну, там, в принципе, самое интересное, конечно, конец будет. Найду красивое очень решение. Но там будет просто одна из позиций, которая тоже часто встречается. Значит, вот в новоиндийской G3, среднейской G3 я начал играть систему с конь BD7. Вот. H3, ферзь B6, ферзь B6, C5, DC, Да. DE, конь E8. Да. Но потом там Широв Е6 придумает ход очень интересный, да. Но Артур пока пошел конь А4 здесь. Да. Ферзь А6, слон F4, Угу. слон F4, Конь C7. конь C7, да. В общем, мне очень интересно, я перекручивался, значит, он ферзь C2, ферзь C2, Конь E6. конь Е6, ладья D1, Ладья E8. Е8. А, Е8. Да. Такая вот, кажется, что вот здесь белых, ну, там какие-то поля, но тем не менее черные все держат. Ладья D6, да? Да. Ладья D6. Ферзь А5. Пока ферзь D5. Я конь D4 сейчас буду готовить. Вот. Ладья АД1. Да. Конь Б6. B6. Аккуратно все, разводим. Конь C. Побил он, Конь да. B6 АБ. Вот эти пешки потом начнут А3. Угу. А3. И ферзь А4. Ферзь D4. Ну, на самом деле, вот такая иллюзия, что белых красиво, но это все черные обтекают их просто. Вот. А тут все-таки пешки не двигаются. Вот тут. А эти начнут постепенно идти. То есть динамика пешечная в пользу черных, потому что белым надо пешку на F4 весь был бы, но ее нету. А так это в общем, пока слабости. Ферзь Е2. Ферзь Е2. Б5 уже. Да, естественно, мы сейчас двигаемся. Ферзь Е3, Е3. Б4, Б4. ферзь Б4. Да. Ну, видишь, мы тут уже разменяли пешку, у нас тут как бы все двигается. Вот. У белых пока особо нет. Ладья D2 какая-то. Да. 6. Да. В какой-то мере такая капитуляция. Нападаем. Ладья А2, да. Продолжаем нападать. Ладья Б1 защитился. Ну, приходится, да. Ну, продолжаем двигаться. А тут все как бы сковано. Абсолютно скованно, да. Ладья С2. Уже C2. особо ходить нечего. B5, наверное, да? Б5. P5. Ну, все. Просто. Ну, конец будет красивый. Что он Слон H6. слон H6, Ферзь С5. ферзь C5, да, мы здесь. Ну, размен уже, естественно, был ферзь C1, да? Ферзь С1, да. Конь D4, Да, конь D4. 4, конь D4. Или слон G7. Нет, слон G7. Король Слон G7. король G7, конь D4, ферзь ферзь D4. D4. Б3 он тут делал. Ну да, ну а что делать? Просто пешка да. теряется. Просто еще один ход слон Е6, надо сдаться будет сразу. Б3. Значит, а вот здесь будет интересно сейчас. Ладья С2. Ладья С2, ферзь С2, С3. С3. Я хожу здесь С3. Угу. Ладья D1, пока на... Да. Да, ладья D1, ферзь F5. ферзь C5, Б4, да? С5 Б4, да. Б4, Б4, Ферзь ферзь B4. Б4, ладья D3. Да. Ладья D3. По крайней мере, с этой пешкой он справляется. Значит, ну, тогда тут Новые другая идут. начинается. Новые C5, C5, ладья C3, C4. Да. C4, Наконец F4. F4 наконец удалось. ходит. Ну, тем не менее, все равно пока все остается здесь. Я пошел здесь слон. Не, ферзь 5 шаг. Ферзь C5 шах, король H2. Ферзь D4. Ферзь D4, да, ферзь D4. Вот ладья F3, да. Ну, позиция плохая у белых, в принципе. Ну, слон E6, есть ход F5 у него. Наверное, можно даже, типа, слон D7 как было сделать. Объективно выигранная позиция у черных. Все-таки две связанные проходные. Но очень красиво. Я пошел B4. И Артур тут, он пошел ферзь D4. Напал сюда и сюда. Сюда все. Вообще, пешку потеряли, черт. Мгм. Очень красиво, да. Вот здесь следующий ход, конечно, я пошел C3. Смотри, Артур, наверное, чуть со стула. Не, C3, ферзь бьет E8. он ферзь 8 Да, нет, Да, ферзь, ну ферзь идея. E8, да. ферзь D7. М. Разменялись, И не остановить, да? а дальше сам. Дальше оно Пешки самоход. дальше оно проходит. Просто они Все проходят. посчитано. Да, просто они проходят. И ничего сделать нельзя. Вот. Ну, он сыграл. C3. Он пошел ладья бьет C3. Да, ладья C3, C3. слон D7. Да. Важный еще слон D7. последний. Слон D7 еще. Он пошел ладья C4 здесь. Да. Ладья C4. И здесь я даже на A4 взял. Да, перешел просто. Ну, можно было с качеством играть, но здесь я просто ладья B8 сыграл. Да. И теперь грозит просто движение пешки Ну, же. там как-то... Значит, он пошел слон F1 единственный ход, потому что грозит B3, B2 уже. Слон F1, слон C2. Слон C4. Нет, слон Да, C2, слон C2, правильно. слон C2, слон C4, B3.
Мгм. Вот, ну, дальше неинтересно. То есть, Ну да. он не может... вот там не получается ладья d7, если ладья d7, то я хожу b2. Что ладья d7, да? Я не знаю. Это b3, слон b3. не, он слон b3 пошел. Ладья d7 проблема, что здесь b2, над ладья f7 я там ухожу королем куда-нибудь, и на слон 2 слон b3 выигрывает. Поэтому как бы невозможно остановить пешку здесь будет. Вот. А на слон b1, что ли? Ладья же висит на f7. Вот здесь. Ладья на f7 висит, поэтому... Вот, поэтому, да, значит, побил на b3. Значит, я выиграл эту партию. Потом была ничья с Любовичем. Там как-то не очень получилось. А потом была партия, значит, партия с Васей была. Да. Все, с Васей уже началось такое, да? Ну, с Васей, пока было... Ну, в смысле, я имею в виду, много партий стали с ним играть. Да, все было в одну калитку, на самом деле. Ну, Вася же, я у него выиграл уже подряд штук 5. Я выиграл у него в первенстве СССР в 1986 году, выиграл в Тилбурге и выиграл здесь. Я не 5 все-таки меньше выиграл. Там одна ничья в Тилбурге была, и выиграл в этом турнире. Потом в 91-м там реванш возьмет. Но все равно счет будет большой будет в мою пользу до где-то 94-го года, когда начнется уже так, с переменным успехом будем играть. А с Васей была очень интересная партия. Это была битва в Найдорфе. Ну, жестко они играли, да? Вот новое поколение не смущало. Но, тем не менее, да, я уже тоже ферзь b6 играл здесь, конечно, никаких тут. Вот. Ферзь b6, значит, ферзь d2. Ну, главный вариант был здесь тогда. Ферзь b2, теория того времени. Ферзь d3, f5, конь c6, fe, fe. Взял на c6, да, вот это bc, слон e2, слон e7. Вот, теория того времени. Значит, рокировка, ладья b3. Ладья b3, да, получается? Да, ферзь c5 шах, слон e3, ферзь e5, слон f4, да? Да. Ферзь c5, король h1, да? Да. Король h1. Здесь... Конь g4. Здесь, да, очень важно. Здесь конь g4 ход. Конь g4. Чтобы теперь... Слон g4, e5. Теория того времени. h3? H3, E5. Да, вот Вася здесь H3 пошел. H3, E5, да? H3, E5. Конь А4. Да, Конь правильно. А4. Ферзь А7, слон С4 шах. Слон С4 шах. Король H8. Это все теория. Пока Ж, Е, в конь Б6. Это все теоретическая позиция. Здесь я сделал новый ход D5. Вот это. Не помню, уже какие пошли теории? До 23-го хода. Ну, это уже то, что я там смотрел. D5 была моя тогда идея. Ладья b8, там какая-то у белых инициатива сохранялась, считается. Вот. Значит, а d5 важно, чтобы просто сразу сбить как бы ед, cd, Да. слон d5, да? Да. Ладья b8, конь c8, конь c8, ладья bc8. Да. Ну, черную пешку-то отдали, но зато как бы здесь все открыто. Белый король подоткрыт немножко. Но пока динамического равновесия. Вот, Вася не разобрался, что он здесь сделал, я не помню. Да, туда. Ладья H3, да? Ладья H3. Ну, когда сразу начинать нападать. Вот, ну, как бы здесь у черных ресурсов более чем достаточно. А6 я пошел. Ферзь b6. Ферзь b6 пока, да. Ну, чтобы тут защитимся на случай ферзь d3. Сложная позиция. Слон e4. Он здесь сыграл ладья e1. Вот, ладья e1. Ну, тут я уже не помню ходы, какие он делал. Слон g5. G5. Ладья e6. E6. Такую, Вася какой агрессивный, Василий Михайлович. Ферзь d8. Ферзь d8. Мне кажется, очень важный ход был. Ферзь d8. Защитили слона, f3 угрозу создали потенциально. Там всегда h6 у нас будет ход на ферзь d3. c4. c4. Ладья b8. d8. Ну так... Мы же тоже можем шах объявить где-нибудь случайно. Ферзь d3 пошел здесь? Да, ферзь d3 пошел. Слон h4. Ну так тоже, чтобы где-то матами грозить. При случае. Слон h4. Да, закрыли линию. Вот для этого ферзь d8 ходил. Да. Слон e4. e4. Ферзь g5, да? Да, ферзь g5. Масло в огонь. Ферзь g5, да, так неожиданно. В этот момент был неожиданно так-то. Поставил сюда. И, кажется, взял пешку, да, он здесь? Да, слон h7 сыграл, да. Слон h7 взял. Вот f3 надо было пойти здесь. F3. Да. И сразу горе наступало. Там очень сложные варианты какие-то, да. Чуть ли не единственный ход тут слон e4, все остальное просто проигрывает. Слон e4.
Самое сложно играть, ну, такая же... Очень сложная игра. да. Очень сложно. F2 здесь или что? Да, F2. F2, вот эта позиция. F2, ладья F3, да, наверное. Ферзь F1. Или ферзь А. Ну да, иначе мат на C1 же здесь ферзь F1. Ужас, какая позиция сложная. Да, вот. Такая игра стала другая. Вот, Да, мы да, сейчас вот, смотрим да, шахматы, да, то есть... Взял на G4 всегда, да? Да. Ферзь G4, да. Ну и тут еще Да. 40 ходов вариантов. Да. Ну, это уже компьютерная эпоха была. Да. Но F3 надо было пойти. Значит, я пошел ладья F8 здесь. Значит, Ферзь C2, Василий ферзь C2. Михайлович. И теперь F3. Теперь F3 пошел, да. Да. Но это было не так эффективно почему-то. Ну, почему нет? Все равно. Да, что он пошел здесь? Он взял. Ладью, да, взял? Да. Ладья D2, да? Да, ладья D2. Ферзь E4. Ладья D1 шах, король H2. И здесь ладья E1. Да. Горе. Ферзь F5. Ладья E6, да? Ладья E6. Ферзь E6. Король H7. 7. Ферзь E4. Шах G6. Не ошибка, это случайно. Случайно нет? G6, да? Смотри. Наоборот. G6, да. Думаю, может быть... Ну, вы тут в цейтноте, вот как были в Диком, в книге Ну написано. да, был, да, ну цветной, я думаю, цветной обоюдный был. Да. G6. Ладья H3, да. Такой заруба как классная. Король G7. G7. Ферзь D4 шах. Король G8. Не получается. Ферзь E4. Видите, не получается у него, да, здесь как бы ничего. Смотри, на G3, на G3 что интересно здесь? Ферзь F6. А, ферзь F6 же есть. Ферзь F6, ферзь D5, да, король F8, наверное, просто он там будет. Да, ну и там ладья еще. Да. Угу. Так, ферзь D4, Ферзь F6 сдался. ферзь F6 сдался. Вот так. Ну, другие шахматы же совершенно, да? Да, другие шахматы, да. Так вот, значит, у меня 6 из 7, и дальше горе просто. Дальше партия с Гулько. Вот, кстати, это отдельная история с Борисом Францевичем. Противостояние с Гулько, да? Мы с ним сыграли первый раз в 1978 году в первенстве СССР. Он, первый ход G3, по-моему, сделал. Да, я потом что-то D5 играл. Вот получилось такое реть. Маневренная игра. Я переиграл его полностью. У меня отложенная была там, лишняя пешка, зато лучшая позиция. И вот потом эта партия с Михальчишем, которая меня сбила. И, в общем, я в итоге все напутал на предоигрывании. И была ничья. А потом я ему проиграл совсем бездарно. Проиграл еще в 1981 году на первенстве СССР во Фрунзе. А потом еще устроился белыми. Тоже что-то начал там жертвовать в дебюте. Уже -2 с ним счет был. Потом, как бы, наши пути разошлись, больше мы не играли. Значит, тут новая партия, значит, я там уже лидирую. Я там 6 из 7. Играем с Гулько. И играем снова Грюнфельда, а он повторял партию с Тимманом из Рейкьявика. И я тогда подумал, что надо, значит, не ферзь 5 пойти шахом, а ферзь b6, там, модификацию сделать. Ну, на самом деле, на это ничего плохого нет, но я что-то, вот, не знаю, вот так расклеился и безобразно проиграл партию. Опять проиграл Гульку партию. Там, только что Васю Иванчука обыграл в такой борьбе. А потом проигрываю Гульку. Сразу ситуация обостряется. Там Боря Гельфанд на подходе. А потом я не смог выиграть у Салова. Давил там белыми, там где-то не смог выиграть у Салова. Я делаю ничью. Ничья с Белявским. Так, будет интересно, по какому древнему своему анализу я играл там. Но, в общем, там в итоге ничья. Получится хорошая такая партия тактическая. И перед последним туром у нас поровну очков с Борей Гельфандом. Я играю с Селескосом белыми. Ну, в общем, я партию в итоге выиграл. Конечно. Там причем был Тараш, еще напомнил матчи мне мои с Карповым. Я там как-то сыграл по старым анализам, но Эншпиль был ничейный. Я его пытался выигрывать. По-моему, возьму, даже хуже получилось. Ну, в итоге замучил Лескоса, выиграл, а Боря там сделал ничью. В общем, я взял первое место. Набрал +5, хотя опять недоволен был все-таки. Вот этот финиш такой, как смазанный. Ну, тогда Дворгович говорит, вот я, Владимир Яковлевич, вот рейтинг такой большой, вот как удерживать. И на этом моя шахматная активность в 90-м году официально заканчивается. Будет только один тренировочный матч, когда я решил сыграть с Левой Псахисом. Он вам помогал тогда, да? Нет, мне не помогал. Нет, это как раз просто предложение было, с кем надо было сыграть. Мы думали, с кем сыграть. В итоге вот на сборе в Испании сыграли с Левой Псахисом.
6 партий, он приехал с Пигусом тогда, с ним работал. Мне надо было просто потренироваться, да. Ну да, Потому что Лёва поиграть такой, в шахматы. соперник был такой сложный. Мы с ним реально один раз сыграли только в 81 году. Я проиграл тогда ему. А матч легко сложился. Значит, выиграл 5-1. Причем по игре выиграл 5-1. В тот момент я еще не думал, что это вообще будет у меня проблема в матче с Карповым, потому что, надо сказать, к моменту уже матча с Левой Маем Карпов уже выиграл у Тимона. Довольно уверенно выиграл. Там была борьба, но в итоге Карпов переломил. И я уже начал как бы готовиться. Там проблема еще, что помимо всех этих переездов, все у нас еще там происходит там, как бы, разрыв с Никитиным. Ну, там разные были причины, но одна из причин, он как бы понимал, что его вклад явно не По соответствует. партии с Иванчуком уже, видишь, пошли другие шахматы, да? Вот именно, Конкретно, да. жесткие. Там были еще опять свои там внутренние причины, там это разборки внутри там вот нового советского шахматного движения, там, если ты помнишь, такого человека Евгений Пепчик был. Вот, Да, конечно. Да, ну вот Никитин был, они были близкие друзья. Пепчик там занимался какой-то там оппозиционной деятельностью внутри оппозиции, знаешь, то есть там было много своих было разборок, большие битвы в шахматной федерации СССР, там Севастьянова выгоняли с большим трудом. Это я в этом принимал как участие. Но вы расстались по-доброму, да? Ну, так, брат, потом он вернется. На самом деле у нас будет такой процесс. Ну, сейчас остались мы уже, конечно, с друзьями большими. Вот. А, знаешь, вот общая смута, на самом деле, она же, когда в стране все меняется, много подвергается как бы испытаниям. Одна из причин, конечно, что им было трудно. Матч впереди, уже в Севиле тяжело было, но здесь будет другое совсем. Шахматы действительно поменялись за это время. И надо было мне как-то вот все по новой вообще выстраивать, потому что команды просто уже не было. Значит, все-таки те, кто работал раньше, уже никого не осталось. Значит, нужен новый набор. Значит, провел такой первый пристрелочный сбор с Белявским. Приезжал, значит, в Москву. Мы по-прежнему пользовались профсоюзной дачей Пестово, которую еще в 1984 году нам дали там, на матче с Карповым. Можно было пользоваться. Кстати, там какое-то время там даже беженцы, кто с нами приехал, там частично жили. Вот, но на самом деле я там уже начал оплачивать все это, потому что хозрасчет начался у нас. Позвал Зураба, естественно, он уже работал в 1987 году, сейчас мы Парашвили. Миша Гуревич тоже материализовался. И Зураб рекомендовал, говорит, может, там возьмете Георгий Аргац. Совсем молодой был. Надо было как-то... Кого-то надо было брать. То есть, на самом деле, опять довольно-таки сделали спонтанные решения. Мне кажется, здесь Сережа Долматов, наверное, да? Я думаю. Я думаю, да. Да, я думаю, что был. Я думаю, что да. А кто был на матче? На матче будут Гуревич, Азбе Парашвили, Георгий Аргаца. Первый раз Шакаров поедет на матч. Белявский, мне кажется, появится только в Лионе. Был Сережа, потому что он как раз... Он же потом начал Старандийскую играть. И он с Артуром, он потом вышел уже в претендентский, и он там Артуру на соплях проиграет. Смотрим испанскую. Испанскую с Белявским мы смотрели в основном. Там еще со времен Тимощенко остались там какие-то записи. Вот я начинаю их приводить в порядок. Кроме того, я думаю, надо посмотреть какие-то еще дебюты. И тогда я предлагаю, может, шотландскую посмотрим? Я, конечно, шотландскую. Я говорю, нет, давайте вот. И начинаю изобретать шотландское. Я потом много лет будет верой и правдой служить. Да. Вот. Хотя сам был не уверен, как, знаешь, все-таки дебют 19 века уже тут играю сейчас так же. Так вот начали смотреть, и там иди, и тут иди. То есть я почувствовал, что что-то свежее, что-то есть. То есть отложили там такой запас такой. Мне кажется, немножко была тогда подготовка, она... такой немножко примитивный характер носил. Я считал, что можно будет просто там в лоб взять, потому что я уже выиграл у Карпова. Значит, мы просто будем играть, атаковать будем двумя цветами. Черными основной дебют Старандийская, который я сейчас думаю с ужасом. На матче с первенством мира один дебют Старандийская. Кстати, потом я такую же глупость сделаю, даже еще больше уже в 2000 году. Реально там буду нацелен, главный дебют будет Грюфель с Крамником. То есть, на самом деле, это... Глупость в том, что только один дебют, да? Мы смотрели тогда с Крамником, мы поговорим еще об этом. Смотрел там я и принятый Ферзев Гамбит, но как бы все равно главный дебют был. Думал, что все можно там, компьютеры, все посмотрим. Как всегда, где-то дыра оказывается. А с Карповым я считал Старандийская, дебют складывался. Будем играть. Сложные позиции. Просто сегодня, конечно, по-другому все смотрится, а тогда, играть.
А белыми Е4, конечно, белый в лоб Е4. Там. Мы, кстати, смотрели какие-то еще вещи. Интересно, опять тоже показательно, что начали смотреть уже это как раз с Геи Георгадзе «Ферзевый гамбит» вот, со слоном 4. Вот что интересно. Из 3-0. Вот это слон 4. За белых? Ну, за белых. В «Ферзевом гамбите» классическом, вот, систему со слоном 4 там, и с длинной рокировкой. Уже были анализы. То есть мы достаточно там внимательно на это смотрели, но я там играл Е4 исключительно. Опять из 16-е. 24 партий, да? Что? Матч. Да, 24 партии. 16, 18, 20. Ну да, кроме 24 партии, плюс один вел, Да. я 11 раз играл Е4. До D4 не переходил, хотя что, идеи тоже там были. Матч был на 2 части разделен. Леон-Нью-Йорк. 7 октября, 2 января. Да. Я сейчас... Ну, значит, 2 января. Но там же еще был еще разрыв, был еще связанный с тем, что переезд все-таки там, через океан, там Да. вообще там не 10 разница, акклиматизация. Играли основательно. Да, То есть, уж с если чувством, такой матч с выиграл, значит, ты толком, сильнее, с да. расстановкой. И матч, это 24 партии, 3 партии в неделю. Вот это старый, Классика. классический, 3 партии в неделю. Плюс по 3 тайм-аута у каждого. Ну, так и считаешь, 10 недель получается. Ну да. 10 недель. Плюс переезд еще. Вот, можешь посчитать, сколько всего этого заняло. Политические события тоже накладывали свой отпечаток, потому что я же не мог в стороне оставаться от процесса. Там как раз шло формирование новых политических партий. Я там активную роль принял вот в формировании Демпартии России. В первых ролях был Николай Травкин. Вот такой Николай Ильич чуть видел себя русским Валенсой. Ну, сейчас, как мне уже понятно, что вся эта история, конечно, так же, как и партия Жириновского, она, в общем, имела дирижеров. Там, правая рука, человек, который заведовал финансами, такой Георгий Хаценков, он там был из ЦК КПСС, такой перебежчик такой, да, демократ такой стал, контролировал все эти там финансовые процессы. Потом он, кстати, возглавит Алросу, чтобы понимать, как бы, что человеку было... Как бы, Карьера. Да, у него была... Карьера была разнообразная, бросали на разные участки работы. Вот. А тем не менее, там много событий происходило, действительно, таких ярких. Потому что сам по себе съезд партии. Вот. Ну, одно дело там партия Жириновского, другое дело там Демпартия России. Приехало много разных людей. Там брат Чубайса был, Игорь Чубайс. Он там еще был в демплатформе в КПСС. Я там, кстати, выступал категорически, что против того, чтобы можно было иметь двойное членство. Я-то после всех этих событий послал письмо в спортминистр Азербайджана, сообщил о том, что я ухожу из КПСС. Кстати, вот у меня этот документ остался. Неожиданно в архивах обнаружилось это письмо. Но это тоже какая-то энергия. Знаешь, что там, я там участвовал в процессе, меня там выбрали заместителем, одним из заместителей Травкина. Плюс еще были организационные вопросы, связанные с ассоциацией, потому что там же отборочные турниры были у нас. Мы тогда начали делать большие. Один был в 89-м в Москве году, в мае. В Измайлово моих. Это отборочник куда? В следующий цикл Кубка мира. Тогда вот мы начали это проводить. И тоже через профсоюзы. Это в Москве, да? Москве, вот там да. Ананд тоже играл, по-моему. Ананд я играл, да. Но в 90-м году, я помню, самое интересное было на турнире. Там Виктор Гавриков играл. И он тогда запросил литовский флаг повесить. Я тогда договорился с Бразаускасом, который тогда был глава вот этих фракций вот в Верховном Совете. Они нам дали флаг. И я повесил. Я там организатор был главный. Помню, какое-то там начальство там пришло, значит, они так смотрели, но опять со мной никак не хотел связываться. А я там был уже там партийный чиновник в Демпартии России. Ну, все это немножко сейчас наивно выглядит. То тогда это отнимало время тоже. Но сил было много, поэтому я считал, что матч сначала выиграем. Вот. Ну, сейчас закончим здесь дела, потом надо поедем, значит, в другое место, где-то готовиться. На самом деле это стало проблемой, потому что готовились в Загульбе, всегда были какие-то уже наработки, а здесь надо было искать другие места. Поэтому Испания появляется. Вот, кстати, раскол в ассоциации будет именно в 90-м году на этих выборах, на ассамблее в Мурсии. Именно в Мурсии возникнет вот этот конфликт неразрешимый, после которого я сообщу, что, знаете, вот матч впереди, значит, надо уходить, потому что странная ситуация. Там есть 2 концепции, значит, одна более радикальная, одна такая соглашательская. Так как же можно принимается соглашательская концепция, а подавляющим большинством по общему рейтингу выбирают меня президентом. Странно. На самом деле не странно. Это Странно, что такая президент, демократия. который не согласен с концепцией, должен ее реализовывать. Вот это, да. Я это имею в виду. Да, это странно. Да,
видимо, у тех, кто голосовал, таких проблем не было. Я там провожу сборы, там матч с Левой Спасиком будем играть тоже, вот, который так удачно сложится. Потом сбор будет уже в Америке. Уже в Америке будет там 2 сбора даже мы будем проводить. Там будет Белявский, мы будем с ним как раз там испанский смотреть разнообразные. Смотрели много мы Грюнфельд, вот со Слобода 7, на самом деле, там уже его не будет, этого Грюнфельда, уже будет другой Грюнфельд. Потому что Карпов, на самом деле, тоже сделал там шаг вперед, у него там в команде Портиш появляется, кстати. И я думаю, что очень многие вещи, которые там Карпов будет играть, вот всякие Грюнфельд со слон Е3, Старандийский, Земиш, и Старандийский слон Е2, слон Е3, это все связано с... Портиш будет там какая-то идеологом будет всего этого. В сентябре, значит, я для себя такое решение принимаю, что больше не играть под советским флагом, выпускаю заявление и требую, чтобы у меня стал российский флаг, трехцветный, триколор. Никто как бы даже флаг в глаза не видел. Я помню, когда я там в студию явился, телевидение там со своим заявлением, мама там взяла какую-то палочку, там, значит, полоски там вырезала. Говорю, что это за флаг? Я говорю, флаг России будет такой у нас. В ФИДЕ там легкая паника наступила. Опять что делать? Я требую флаг поставить. Камбаманец начал крутиться, потому что там делегация Карпова, там Крудиус у него был начальник команды. Они, конечно, сразу протестуют. Опять, хаотичная ситуация. Камбаманец не знает, что делать точно. В общем, флаги со стола убрали. На фамилиях, там, вот флаг, значит, у Карпова там серп и молот там советский, красный, а у меня, значит, вот там триколоры. 4 партии так продолжалось, потому что там, видимо, из Москвы пришли очень жесткие инструкции. Они подали там очередной какой-то там страшный протест. Кампоманец, значит, что я могу сделать? Я говорю, уберите все флаги, сказал я. В общем, кончилось тем, что все флаги убрали. Я считал моральной победой. Все флаги убрали, я ходил со значком. Все время, значит, у меня на лацкане пиджака был значок. Играли, значит, мы в Нью-Йорке, там такой новый театр открыли на 44-й улице. Макалау, по-моему. Первая партия, значит, Карпов белыми играл. Там была Старандийская, он сыграл Земиша, я удивился даже. Я там пошел C6 систему такую боковую, но Карпов ничего там не продемонстрировал. Для него тоже новая позиция была. А вот вторая партия будет интересна. Значит, он принял для себя решение, я думаю, как бы ошибочное решение, но это его концепция, играть черными испанский. Я думаю, оно просто ошибочное было, потому что, мы смотрели, это позиции не его по духу были. Но, с другой стороны, там у него было много идей, немного смотрели. А кроме того, он считал, что там есть шанс на перехват. Опять правильно считал. Действительно, там позиции такие, что вот чуть-чуть не туда, но там перехватываешь. И ему казалось, что, мне кажется, такой игровой подход был. Значит, белыми он крепше, значит, инициативу так поддавливать, а черными вот где-нибудь туда сможет зацепить. Другого объяснения не вижу, потому что он играл сложные испанские партии. Результат, что он, получается, проиграл вторую партию он и проиграл, соответственно, 18-ю, проиграл 20-ю. Понятно, у него, конечно, шансы были там. Он в 4-й мог выиграть партию, он мог в 8-й партии. Правда, там дебют отношения в 8-й не имела. В 4-й, там, по дебюту я там устроился. Но интересно, что даже в 22-й у него как была, может, перспективная позиция, но да, хорошо, он там по дебюту мог что-то там приготовить новое. А потом начиналась игра, когда вот это вот все, весь дисбаланс. На одном фланге так, на другом фланге так. Какой тогда, по вашему мнению, какой был баланс сил тогда? Вы уже были, значительно сильнее, да? Конечно, это матч. Вот этот матч был по игре, как 86-й год. Вот в Лионе там перевес будет подавляющий просто. В принципе, в Лионе мог матч кончиться к 20-й партии. Но по каким-то причинам я не добивал его. Я там проиграл, правда, 17-ю партию, но в целом игровой перевес был огромный. То есть я выиграл 18-ю, 20-ю, должен был 19-ю выиграть. Я просто предложил ничью выигранной позиции за ход до откладывания. Не знаю, почему. 22-ю я там свел в ничью уже там, скорее всего, должен был тоже выиграть. Единственный момент в матче опасный будет. Это вот буквально вот это 7-я, 8-я, 9-я партия. Вот три партии, где я мог там просто там все 3 проиграть. Я проиграл только одну, но мог на самом деле проиграть все 3. Такой спад в Нью-Йорке был. А в Лионе уже под контролем ситуация была.